Привет, друзья! Меня зовут Алексей Иншаков, и сегодня у нас на обзоре не совсем обычная гитара от фирмы Martinez, модель FAW705YS7. Инструмент этот сделан Мартинезом специально для России и представляет из себя не что иное, как ту самую русскую семиструнную гитару. Инструмент, который возник еще в конце 18 века. И считается, что его создателем был никто иной, как Андрей Осипович Сихра. То время, конечно, обильно покрыто темными пятнами, но историки сходятся на этом имени. Сихра был чехом по происхождению, он играл на шестиструнной гитаре и владел арфой. И он решил приблизить звучание шестиструнной гитары к арфе, сделать возможным игру на ней арпеджио и переливов на открытых струнах, которые часто слышны на арфе. Для этого он настроил ее в не совсем обычный строй по терциям и добавил седьмую струну, чтобы увеличить диапазон. Если у обычной шестиструнной гитары строй с первой по шестую струну это ми, си, соль, ре, ля, ми, у семиструнной гитары строй другой. С первой по седьмую струну это ре, си, соль, ре. То есть, как вы видите, это не что иное, как соль-мажорное трезвучие. И за счет этого он, видимо, мог играть арпеджио, который было достаточно сложно сыграть на шестиструнной гитаре. Впоследствии он переехал в Россию, и этот инструмент стал очень популярен в конце 18 и начале 19 века. Это был такой самый расцвет русской семиструнной гитары. Его манера игры, его репертуар, естественно, впитал русскую культуру. Русские гитаристы стали также осваивать этот инструмент. Среди них можно выделить Михаила Тимофеевича Высоцкого, который был таким самородком и виртуозом того времени. Все это очень активно развивалось, и гитара была очень популярна на протяжении долгого времени, конечно, знала свои взлеты, свои падения. В 20 веке, после революции, ее популярность стала постепенно угасать, шестиструнная гитара стала более популярной. Но вот сейчас есть некоторые гитаристы, которые по-прежнему интересуются этой гитарой, тем репертуаром, который играли в те времена, потому что на шестиструнной гитаре не так легко сыграть те композиции, потому что строй накладывает определенные отпечатки на манеру игры, на аппликатуры, которые используют гитаристы, и вы не сможете просто взять композицию Сихры и сыграть ее на шестиструнной гитаре. Конечно, можно переложить, но это не будет звучать точно так же. Поэтому сейчас многие гитаристы интересуются семиструнной гитарой. Это необычно, это интересно. И осваивают этот инструмент, вспоминая то самое наследие тех гитаристов, которые создали ее. Традиционная конструкция русских семиструнных гитар, хотя и была похожа на классическую испанскую гитару, но все-таки имела свои особенности. Струны, как правило, на них ставили железные, хотя встречаются и семиструнные гитары с нейлоновыми струнами. Корпуса бывают разные. Вот у этого такой уменьшенный корпус, который очень часто встречается у русских семиструнных гитар, но можно встретить самые разнообразные модели. Гриф часто у этих гитар был прикручен на винте и регулировался. Ну вот у данной модели Martinez гриф приклеен. Верхняя дека сделана из кедра, корпус сделан из красного дерева, гриф НАТО, накладка на гриф палисандр, и всего здесь 19 ладов.
Необходимо отметить, что у этой гитары достаточно маленькое расстояние между струнами, не только по сравнению с классической гитарой, но даже по сравнению с вестерн-гитарой, что требует определенной привычки, чтобы научиться ставить пальцы и не касаться других струн, и не глушить их. Это не совсем просто. Также интересно, что открытый строй этой гитары — это фактически тот же самый открытый строй, который используют блюзовые гитаристы. Ну, естественно, не на 7-струнной гитаре, а на 6-струнной гитаре. И если представить, что здесь добавлена не 7-я струна, а добавлена 5-я струна, то есть можно сказать, что это такая 4,5 струна, да? Тогда получается, что все остальные струны точностью совпадают с тем строем, который лично я знаю, для меня он знаком, и мне вполне комфортно в нем играть блюз. Более того, я нашел даже для себя определенное преимущество в 7-струнной гитаре. Я настроил вот эту 4,5 струну на полтона выше, она стала у меня не нотой си, а нотой до, той самой ноты, как раз которой не хватало, чтобы играть бас для субдоминанты. То есть теперь у меня тоника соль на 6-й струне, субдоминанта до на 5-й и доминанта ре на 7-й. Это бюджетный инструмент. Его можно порекомендовать тем, кто хочет попробовать свои силы в области русской 7-струнной гитары. Также тем, кто хочет поэкспериментировать и посмотреть, в какую сторону направится его творчество, если он начнет играть не в стандартном строе, а в терцовом строе, где ноты находятся на других ладах. Из недостатков я бы отметил то, что здесь струны немножко высоковаты, я бы поставил их пониже, и также, возможно, стоит поставить более толстый калибр струн, чтобы они лучше строили. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч. Получилось как раз тоника на 6-й струне, субдоминанта на 5-й и доминанта на 6-й. Блин, вроде круто. Короче, это можно? Это же обзор. Ну, можно было бы, конечно. Нормально, усложненный. Что? Ну, идет же сзади. Все сначала, все пропало, шеф.